We're morning starter, блядь. Be careful, careful. Что гифки Мы в Пекине. Вот тут девочки, тут пекинский аэропорт, а мы сейчас находимся в поисках метро. Мы в метро, но здесь какое-то очень лухари метро, потому что, посмотрите, оно выглядит как поезд. Мы не уверены, может ли, кстати, поезд с аэропорта до города, потому что нам, чтобы добраться до нашего отеля, нужно сделать очень много пересадок. По поводу стоимости подсказать не могу, потому что тут все оплачивается Alipay, но он как-то автоматически списывает суммы, вот, зависимо от станции, от города и так далее. Но пока что так, первое впечатление приятное. И опять очень много русскоязычных людей после начала. Кружка. Say hi. You can do it in Russian. Привет. Так, апдейт. Вот этот поезд, который мы думали, что метро, это на самом деле все-таки поезд с аэропорта до метро, и стоит он 35 юаней. Все-таки оно снилось. Мы добрались до станции метро с нашим отелем, но все не без приключений, потому что мы приехали к нужной станции, и мы, наверное, минут 10 просто кружили вокруг, потому что мы не могли найти выход, который был просто по левую сторону руки. Ну ладно, ничего страшного, зато мы погуляли, исследовали, и мы вышли в какую-то очень супер красивую локацию, такой, знаете, исторической. Ой, сейчас я вам покажу поближе. Мы пришли на почту, чтобы подписать открыточки. И посмотрите, вот как у китайцев все придумано. Так, Ксюша, покажи. Котики. Тут, в общем, выбираете открытку. Идете оплачивать. Вот я оплатила с марками. И потом вот тут есть целый уголок, где вы можете и печати поставить, и подписать. И смотрите, тут даже клей стоит, где можно приклеить марку. Смотрите. Опа. Видимо, 78 юаней мне не хватило. Сейчас еще пойдем. Ксюша, control yourself. Я покажу, какие я Давай. Вот эти. Они Опа. нарисованы. Очень красивые. И вот здесь, типа, обычные вот такие вот. Просто невероятно. Просто невероятно. 78 юаней, ничего не отправлено еще. Я не буду говорить, сколько я потратила. Родители это увидят. Мы сейчас находимся в Пекине. За нами находится почта. Я отправляю открыточки. Все. Ам-ням-ням-ням-ням. Обзор комнаты. Ага, нету света. Ставьте карточку кто-нибудь, пожалуйста. Давайте снимай уже. А то я здесь. Вот здесь там. Вот, все нормально. Ну хорошая комната. Вот это моя кроватка. Вот это двухспальная. Вид такой артхаусный, я бы сказала. Ну там что, даже улицу немного видно. Телевизор, все дела. Ой. И тут ванная, умывальник. То, что умывальник отдельно, это удобно, не будет очереди. Душец такой приличный. О, не видно будет. И там... Ага, ты шел. First, toilet is here, I guess. Ага, ты шел unexpected. Ой, даже нормальный туалет. Но без подогрева. Ладно. Выглядит хорошо.
international couple. Something LGBT just happened to me. Ivanka, where did we go? Where are we now? 什刹海，哎，为什么卡在里边？什刹海。 Okay. With my makeup on, you can let me need the apron. You can need to change my clothes. You can do it to your baby. Spend it just one night. Девочки сходят с ума из-за того, что увидели Кото кафе. Ну, посмотрите, он реально смешной. Koto cafe. Wait, look at this one. Make with the drink, give me a sip. Tell me what you can, give me the dick. Slap me, told me, bite me. Wait, I can take it, give a fuck about what your wife is saying. Wanna know what it's like? Baby, show me what it's like. I don't really got no tights. I just wanna fuck all night, yeah, yeah. Oh, 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 baby, I need to know. I just wanna fantasize, and we got a lot of time. Baby, can throw the pipe. Вот там очень интересно, это как бы караоке-бар, и мы случайно наткнулись на эту улицу, мы пришли погулять около озера, а тут это караоке-бар, и вот видите, там поют люди, молодые люди, там парни, девушки, и люди в основном китайцы заходят и просто смотрят, как они поют, ну и выпивают. Посмотрим, где еще могут припить. Вот такой вид отдыха у них. Видимо, моден. Ivanka, what's your impression of Beijing? Very Beijing style. Ага. Yeah, wanna know what it's like? Baby, show me what it's like. I don't really got no tights. I just wanna fuck all night, yeah, yeah. Oh, 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 baby, I need to know. I just wanna fantasize. Пока Ксения отделилась от нашего коллектива, и это на такое, что сделать для университета, она пошла в отель. Мы с Иванкой решили пойти куда? Правильно, покушать. I'm telling about that we decided to go to eat, as usual. И мой глаз пал на такаяки. На самом деле я их уже пробовала, но решила еще раз покушать здесь, в Пекине. Хочу сказать, что цена отличается в 2,5 раза, потому что у нас на рынке я их покупаю за 8 юаней, а здесь за 20. Но у нас на рынке, честно говоря, не особо невкусно. Так что давайте попробуем. I hope they have like big octopus inside at least like for higher price. No octopus inside. At all? Oh, I see them in the middle. Looks super small. But to be honest, it's better than ours. Really? Yes. I like but that. I think it's cold already, right? It's not like fresh. It's a little bit. Wait up. Окей, братан. Короче, здесь вкуснее, мне понравилось больше. Thank you, Иванушка. Yes. Мы продолжаем наш гастрономический тур с Иванушкой по рынку. Иванка шоу, what did you... It's even longer than Sonia. Comparison. Это шашлык из баранины и стоило 25 юаней. Is it good? You wanna try? Ага. Иванке понравилось. А я купила... Короче, ходят слухи, что Пекин это такой немного пенсионерский город. И, честно говоря, я с этим согласна, потому что когда мы летели на самолете, там были все пенсионеры. Единственная молодежь, которая там была, это были мы. Вот, и у них продается чайный гриб на каждом углу. И вот это не чайный гриб, я еще не настолько отчаялась. Это напиток, отвар из груши. Вот, и это очень хорошо особенно для горла, для простуды, это для иммунитета, как мне Иванка объяснила. Поэтому мы с вами сейчас это попробуем. Стоило 15 юаней такой стакан. Если вы хотите прямо с грушей внутри, то 20.
Честно говоря, по вкусу, как самый обыкновенный компот из детского садика. Huh? It tastes like we had the same in kindergarten. Really? Yeah, it's also like very like boiled fruits. Like usually it's apples. Pimbu. So yeah. В общем, самый обыкновенный компот из сухофруктов. Thank you, Иванушка, for recording. And we got a lot of time. Maybe we can go to fight. Cause I know what it's like, yeah. Oh, baby, I need to know. Мы сумасшедшие женщины. Я не могу по-другому это назвать, потому что мы встали сегодня в 4:50 утра, чтобы поехать. Куда, Ксюша, мы едем? На стену. Да, на Великую Китайскую стену. Или стену, не знаю. В общем, мы уже сидим в поезде. Сколько сейчас времени? 64. 6:54. Через 11 минут у нас отправление. И сколько нам ехать сейчас? Нет, 20 минут. 20 минут всего лишь. Но у нас так, до которой ехать станция, до которой ехать 15 минут, там час ехать. Короче, мы в метро большую часть проехали. Если что, поездка от нашего отеля до станции обошлась 5 юаней. А поезд 60... Нет, туда-обратно 60 дней. это Там было бы больше, туда-обратно? если бы мы ехали оттуда, просто час ехать. Ну, логично. Поэтому мы сэкономили. Короче, 61 туда-обратно, ну и метро 10 юаней. 71 юань. Еще на вход на стену. Ну, вход на стену мы уже позже посчитаем. Ой, честно, встать в 4:50 было тяжело, но мы справились. Самое основное. Да. Все, следующее включение уже там будет с остальным. Уже практически 8:30 утра, и мы уже зашли на стену. Вот она за мной. Мы разобрались с билетами. Билет студенческий стоил 17,5 юаней, а взрослый 35. Я уже начинаю чувствовать, как я так немножко появляется одышка. Ну, хоть становится теплее, потому что, честно, до этого было прям очень свежо, я бы сказала, бодренько. Ой. Я пошла дальше. Смотрите на этот угол подъема. Честно, вот 2 месяца назад я ездила на хайкинг. Никакой хайкинг не сравнится с подъемом на стену. О. Знаете, что самое удивительное? Тут так много бабулей, и они все так резвенько идут. А я уже хочу откинуться. Ух. What do you think about that? It's hiking. Yeah. Literally hiking. It's 100% hiking. With the World Heritage, in the World Heritage. Yes, it's not like a typical tourist. Господи. Visiting tourist attractions. It's just like hiking. Oh, Oh, you're poematic. so beautiful. No, I'm looking at the stairs. I want to kill myself. It's okay. Once per my whole entire life. It's okay. My mom did it. Ivanka can do that as well. Good job. Так, включение со стены максимально неожиданное.
перед нами очень эстетично прилетала птица. И она, культурно скажем, накакала до меня. Вот, bird? Yes. Ладно, это к деньгам. Это к деньгам. Flashback. I'm recording video, so it's not gonna stay on the wall. Боже, ну еще и на волосы. Я все, волосы очищены. Это уже немного на волосах было, да? Sonia, it's gonna be on your vlog. In your vlog. I will actually put it. It's fine. Yes. I'm gonna have a seat. Where one more bird? Oh, because the bird were flying and they were on you? Uh-huh. They poop during the flight? It's so polite from them. It's not polite at all. I thought it's like from the tree. Oh, thank you very much. There is no like stay? Нет? Maybe if it's gonna dry up, you can have a stay. Do you know what Ksusha says? She's Uh-huh. like, there is no stay because it's fresh. Good to know. Say some mean stuff to me that I'm not a good friend. Fuck you. Fuck me. She wants to take a picture with you. What's your right now? Are you recording? Still recording? Yeah. Even TikTok, even better. Chinese it's time to go, girls. Oh, Мне нравится? Bye-bye. this is China. Like in how many seconds? Like in 1 minute, I was Много было ситуаций, реально. spooked by bird. Some grandma came to us and they first to do with us TikTok. Oh, Am I red? incredible. End of flashback. 10 юаней. Чай 10 юаней. Честно, хотелось бы снять видео больше, но я очень боюсь вернуться, потому что ступени здесь очень высокие и очень стрёмные. А еще у меня сдуло ветром шляпу. Ваши ставки, дойдем ли мы до туда? Мы не дойдем до Или нет? Я главный энтузиаст, мы не дойдем. Я их всех сюда притащила, мы не пойдем туда. Ой, что-то мне подсказывает, что мы идем прямо туда. Вот нет. Нам сначала вот этот майлстоун надо достичь. Как не видно его. О, вот Кто тут. идет? Я не пойду. А потом туда. Ксюша приручила котика. Посмотрите, какой там склон. И мы только что его преодолели. Чтобы подняться, еще столько. Мы добрались сюда. Мы добрались. Мы поднялись. Так, уже 10:24. Мы уже примерно часа 2 на... Больше, около 3 часов. Около 3 часов прям непосредственно на самой стене. Ой, что я хочу сказать, виды, конечно, просто потрясающие. Мы тут испытали, мне кажется, весь спектр эмоций от того, что мы хотим умереть, и от того, насколько же тут красиво. Вот. Честно, я благодарна Ксюше за то, что она нас вытащила в такую рань, потому что солнце, да, свет просто сделало свою роль и очень красиво. Мне кажется, днем виды были бы не такие красивые, поэтому оно того стоило. Сейчас мы решили передохнуть, посидеть с невероятно эстетичным видом, такой, который, знаете, наталкивает на умные мысли. А потом мы решили спуститься вниз со стены вот на такой горке. Ну, сзади меня, конечно, вид не самый эстетичный, не самый живописный, но что есть, то есть.
Все, мы купили билеты на спуск. Роллокостер. На роллер-костер, да. Стоило счастье 80 юаней. Ну, норм. Нормально. Для впечатления достаточно. Теперь главное, чтобы там это не страшно было. В итоге горка оказалась совсем не страшной. Мне почему-то казалось, что скорость будет повыше, но нет. Единственный нюанс, что горка вас не приводит прямо к спуску стены, поэтому все равно придется немного пройтись. Мы сейчас находимся на пути в летний дворец. Если честно, уже ни у кого нет сил на этот летний дворец, потому что мы себя очень сильно переоценили. Да. Когда нам вчера сказали, что нам нужно идти после стены 20 минут туда, 20 минут обратно, мы такие, да, конечно, мы сможем. Сейчас мы хотим в метро. Очень хотим. Просто кататься от конечной... До конечной. Что происходит? От конечной до конечной. Вот. Ну ладно, мы уже купили билет туда. Идем, наслаждаемся Пекином. 20 минут туда, 20 минут обратно. Напоминаю. Yeah, wanna know what it's like. Show me what it's like. I don't wanna got no tights. I just wanna fuck all night. Yeah, yeah. Oh, baby, I need to know. I just wanna fantasize, and we got a lot of time. Maybe we can go to fight. Мы по итогу добрались до этого невероятного, как оказалось, места, но меня даже сейчас не видно. Мы думали, еще будет подсвечиваться, но ничего не подсвечивается. Она подсвечивается. Let's go quickly around. Have a quick look. Okay, okay. Like to the bridge. Надо было прийти на часика 2 раньше, и было бы круто. Ну ладно, здесь все равно очень красиво. Мы, как обычно, решили поужинать, перекусить в Макдональдсе. Ничего интереснее мы не нашли. Смотрите, какие здесь подносы приколдесные. Я, честно, сильно кушать не хочу, поэтому заказала вот такую фрявую картошку, я это называю. Это очень вкусно. Пирожок с ананасом. В Китае 2 вида, таро и ананас. Но таро мне не понравилось, а ананас нормальный. И бельгийский шоколад, как мне обещают. У Иванки вот так, и у Ксюши Настя тыкшься, потому что она взяла с собой. Вот. Так что мы будем кушать. Мы купили с Иванкой только что мороженое. Это что-то... It's like Beijing... Beijing traditional 豆汁. Это, в общем, пекинское национальное, традиционное тоуджи. Вот здесь мы его купили. Smell. It's already bad. Oh yeah. Честно говоря, пахнет так себе. Let us Иванка. try. Is it so bad, like? Try. Иван, take it. The first taste is very bad, but the second taste is like better, a little bit better. But the first taste is bad, but it tasted like longer. But tasty longer, and then you. Can you imagine the ice cream was better, and imagine that the drink, how disgusting it should be. Это по вкусу как стукшее что-то. It's like spoiled, I don't know, like expired milk or something like that. Yeah, it's like basically bean, like. Ah, yeah. Now это вот, да, это какая-то прогнившая фасоль, я вам говорю. Фу, это отвратительно. I don't like. I need water to be. I'm sorry. You're gonna end up in the fucking trash bin. А how much it was? Don't ask. Don't ask. Короче, это еще и дорого стоило. 21, блядь. It's fine. But to be honest, everything expensive. Yeah. So in general. Okay, let's go to for yogurt. Так, теперь на очереди у нас йогурт. Иванка сказала, что это вроде как обычный йогурт, но у него консистенция типа как пудинга или что-то в этом роде. Фух, I saw the edge of
Такси. Консистенция такая реально пудинговая. По вкусу такой сладкий с легкой кислинкой. I like it. Стоило это 8 юаней. Так что рекомендую. Все. Five, I don't play with my pen. I mean what I write, yeah, yeah. Whoa, whoa, you can't help but be sexual. Tell me your schedule. I got a lot of new tricks for you, baby. Just saying I'm flexible. I do what they can to get you off. Not just walking with my makeup on. You can look at me the age of you. You can tell me need to change my car. You can do it to your baby son. Мы пришли сейчас в запретный город, и нам надо подождать вот в этой очереди. Тут была одна такая толпа, а потом быстро китайцы расформировались в 3 отдельные очереди. Ждем мы в очереди, чтобы просканировать билеты и, скорее всего, еще проверить паспорта. На самом деле мы пришли на Тяньмэнь Сквер. Тяньмэнь площадь. И смотрите, лайфхак, чтобы не стоять в очереди, просто не берите рюкзаки и сумки, хотя все равно будете стоять, но вот поменьше очередь. Мы уже прошли все проверки, теперь мы ждем очередной очереди, чтобы просто посмотреть на площадь. Естественно, это просто что-то нереальное для меня, особенно после Европы. Но во время проверки у нас проверили паспорта очень тщательно, вплоть до визы. И нас задержали, наверное, минут 5, просто из-за наших паспортов. Ой, как все тут сложно. И нет вообще ни слова на английском, все равно все на китайском. Мы сейчас гуляем по запретному городу. Мы исследовали музей. Еще вот там какой-то сад был. Если честно, я не особо шарю, потому что все на китайском. И очень тяжело запоминать название. А еще солнце светит мне в лицо. Но тут очень красивый вид. У меня есть дикое ощущение, что я в Орле и Решке сейчас нахожусь. Вот. Только, к сожалению, без золотой карточки. Посмотрите, здесь есть даже комната для ухода за ребенком. Это очень круто. Суша! Ой. Hello. Hello. Закончили уже с запретным городом, и теперь идем в Temple of Heaven, как это по-русски сказать, храм небес, рай, что-то в этом роде. Но мы не завтракали, поэтому очень хочется что-то взять по пути перекусить, может баоцзы или что-нибудь в этом роде. А потом мы поедем на метро уже непосредственно до самого храма.
Все, мы пришли на место. Выглядит, конечно, очень красиво, но опять очень много людей. Ну, с другой стороны, что мы ожидали от Китая? Тут 1,5 миллиарда населения и очень много туристов. Но красиво. Мы гуляли просто по Пекину, и смотрите, что мы нашли. Русский магазин, и очень интересно, что там внутри, поэтому пойдемте посмотрим. Все на русском, спустя 3 месяцев в Китае. Так непривычно. Перевод какой-то странный на самом деле. Ну, Колбаса по вкусу говядины. О, сумасшедшая пчелка. Crazy bee. Или как это? Бешеная пчелка. Бешеная. Яшкинская картошка. Интересно, сколько она стоит? 39 юаней. Ну, в принципе, неплохо. О, у меня бабушка с дедушкой любят эти конфеты с ветров. Шоколад. Мы берем вот этот шоколад. Белорусский шоколад. Баланс от шоколада. Белорусский. Да. Я не белорус. Я люблю Беларусь. Особенно оператора. Да. Боже мой. Кусочек дома просто в далеком Китае. Слодыч с шоколадом. Боже, я реально как будто домой приехала. Я так радуюсь просто печенью. Подожди, ну должно написано, что это в Беларуси изготовлено. Вот, пожалуйста, Минск. Знаете, кто еще в Минске изготовлен? Ну я так рада, боже. Почему я так радуюсь? Я помню, когда я была во 2 классе, что-то, да всю школу вообще, когда приходишь в буфет, всегда есть вафелька ведьма за 48 копеек. Тогда это еще было 4 тысячи, 5 тысяч. Посмотрите, что я нашла в Китае. Вафли видимо. И кто бы мог подумать, что на 3-м курсе я буду радоваться в Пекине вафлям видимо. Yeah, wanna know what it's like. Ask me what it's like. I don't got no tights. У нас поднялся очень сильный ветер в Пекине, поэтому я выгляжу вот так. Мы сейчас пришли в место под названием Птичье гнездо. На русском это так звучит, наверное. На китайском in Chinese это шоу. Няо-чао. Няо-чао. Это концертный холл, насколько я понимаю. А это спортивный центр для водных видов спорта. Если вы смотрели Олимпиаду этого года летом, вы понимаете, о чем я говорю. Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Pose with the bands. Пять минут спустя к моему аутфиту добавились вот такие грелки на руки. На самом деле очень крутая штука. Внутри, знаете, какие-то шарики нагреваются со временем и греют руки очень хорошо. И у меня еще есть такие грелки, в принципе, для тела. Только ими и спасаюсь здесь, в Пекине. Хотя сегодня было очень тепло днем, было солнышко, 12 градусов. Но вообще разница между Наньчаном и Пекином... Разница между Наньчаном и Пекином именно в климате очень чувствуется, потому что в Наньчане высокая влажность, и даже 20 градусов с ветром ощущается очень холодно, а в Пекине очень сухо. И 13 градусов ощущается теплее, чем 20 в Наньчане. Вот. Так что спасаемся. I do wanna fuck all night, yeah, yeah. Oh, baby, I need to know. I just Здравствуйте. Мы ждем в аэропорту целую ночь. Сейчас только 0:16. У нас самолет в 6:55. А еще мы не смогли прийти в зал ожидания из-за нашего китайского друга, скажем так, подруги. Я не смогла зарегистрироваться, типа, не понимаю. Соня у нас зарегистрировала, а сама не смогла. Вот, поэтому
Да, ну, поэтому мы, как говорится, это 3 мушкетера. 3 мушкетера. Мы Да. вместе всегда. Да, Семеро одного ждут. это да. Вот, и мы решили рассказать чудо-историю, которая с нами произошла в Пекине. Скажем так, подсумовывать. Как это по-русски? Подшумок. Нет, это conclusion сделать. Как это по-русски? Суммировать. Суммировать наши эти приключения в Пекине. Да-да-да. Короче, Ой. мы с Ксюшей. Ксюша очень хотела сходить Крем. в магазин с кремами. Вот, и мы пошли. Вот, мы заходим, очень милый магазин, такой эстетичный. Жалко, что его не сделали, но просто мы там в таком шоке были. Сейчас объясним, почему. Да. Короче, Если что, я стоим, купила вот такие штучки. да, стоим, рассматриваем крема, а там, выбор, там все очень мило упаковано, там столько 根据 ароматов. 中华人民共和国交通运输部公共航空运输旅客服务管理规定要求，为确保航空运输安全及航班正常，严禁旅客携带超大、超重、超件行李，简称3超行李，进入航空器客舱，携带3超。 В общем, магазин, мы там просто рассматривали, ходили, и тут Ксюша просто подходит. Мужчина. Мужчина. Мы даже сначала не поняли, что это продавец-консультант. Да, он просто такой на. Он просто вот так хватает Ксюшину руку, вот так вот. Берет вот этот чудо-крем, который в конечном итоге Оказался не купила. кремом. Да, и начинает просто Стирать. стирать в руку вот этот крем. У Ксюши там уже просто слазит кожа. Да, реально. Я думала, что все, сейчас он мне слой кожи снимет. Я просто стою, я пытаюсь сдерживать, но уже под конец я уже не выдерживала, потому что мы Ксюша в шоке. Мы стоим вообще не Стоим, понимаем, что угораем не просто от происходит. нервов, потому что это правда. Да, Это очень смешно было. и мы закончили, все закончилось тем, что мы просто стоим, играем. Мужчины тоже не особо понимают, что происходит. Мы вообще в полном ауте. Вот. Сейчас Ксюша продемонстрирует. Да, такая капелька была. Да. Выглядит она не очень, но это прикольная штука. И, короче, он берет мою руку еще вот так вот как-то, я думаю, не вот Там так, очень а вот так. Просто интимный момент. Интимный, да, было. Причем И он вот там так. чуть ли не там пальцы Извините, уже практически час ночи. Моя кожа сходит. Ну, я говорю, Ксюша, сейчас останешься без кожи. Реально. Побелеешь сейчас. Там еще крем с отвелем Да. предлагали. Мы стоим самые черные. Да. Ой. Ну все. Его нужно смыть. Да, его нужно смыть, и потом будете просто это Как попа манекен. попка младенца, да. Ну, короче, кончилось смываться. тем, что да, Ксюша купила 2 крема там. Продавец, консультант отработал на все 100% свою задачу. А у нас осталось такое яркое воспоминание. Просто самое смешное, что потом он то же самое сделал, женщина-китаянка вошла в магазин, он то же самое сделал женщине-китаянке, она вообще даже не удивилась. А для нас, если мы с таким раньше не сталкивались, это было что-то вообще из разряда фантастических существ, честно говоря. Вот так вот работает маркетинг в Китае.